В Якутии, что на Дальнем Востоке России, множество детей слышало в детстве северную сказку о маленькой девочке, которую Луна пожалела и забрала к себе. А что, если не Луна забрала, а девочка сама нашла дорогу, которая перенесла ее на Луну? Мы — проект «Темны», что с якутского означает «холод». Хотим рассказать вам об этой сказке и о том, какой смысл она хочет передать. Так вот, в одной небогатой семье в небольшом Аласе родился первый долгожданный ребенок. К сожалению, мать скончалась при родах, так и не увидев свою дочь. Отец, понимая, что не сможет один ухаживать за ребенком, решил отдать ее на воспитание родственникам, которые жили в 100 верстах от его собственного Аласа. Родственники неохотно приняли еще один род на попечение, так как у них уже было 3 сыновей, погодок, ровесников этой малышки. Год за годом дети росли. Девочку, как та научилась держать швабру, обязали убираться в балагане 2 раза в день. И со временем в ее обязанности перешла вся работа по хозяйству. А мальчики должны были следить, чтобы она не бездельничала. Ей не давали покоя ни днем, ни ночью. На бегу ей приходилось перехватывать черствый кусок лепешки и глоток воды и снова браться за работу. А если та захочет немного вздремнуть, домашние тут как тут поднимали крик: «Разлеглась тут лентяйка». Только своим единственным друзьям, корове Кугаз и жеребенку Тюрген, она могла рассказать о своих переживаниях и надеждах. Она им говорила, что отец очень хочет забрать ее, но пока не может, потому что ему надо зарабатывать на скот, чтобы они могли вместе жить и разводить свое хозяйство. Девочка очень ждала, когда же за ней придет отец, но время шло, а отец все не возвращался. Однажды, поздним зимним вечером, она шла к озеру за водой. За день девочка очень устала, ведь работа по хозяйству изматывала ее физически, а отсутствие доброго отношения — духовно. Зимой дни были короче, а ночи длиннее. Даже просто выходить на улицу из-за лютого мороза было очень сложно, что не говорить о наборе воды у озера. В тот раз полный месяц ярко светил прямо над головой. Не выдержав наплыва чувств, девочка присела у воды и заплакала. Она горько плакала и громко причитала, зачем она здесь, что она делает в мире, где никто ее не любит и не принимает. Вдруг она заметила легкую рябь, как будто отражение луны ей подмигнуло. Девочка приблизилась и разглядела в изображении луны лужайку, усеянную голубыми цветами. Среди цветов сидели ее родители. Заметив ее, очень обрадовались, начали активно махать руками и звать к себе. И луна сжалилась над сиротой и показала девочке путь к себе, чтобы она покинула этот холодный срединный мир, жила с ней. Девочка, не помня себя от радости, протянула руки и полетела навстречу родителям и луне, оставив у озера лишь пустые ведра. Так девочка обрела счастье и покой, которого так и не хватало в срединном мире. Давайте разберемся, о чем же эта сказка на самом деле. Всем известно, что в древности смертность была очень высокой не только среди младенцев, но и в целом среди населения. Поэтому брать сироту к себе в услужение было обычным делом для состоятельных семей. Судя по литературным произведениям, где главный герой — сирота, коих в все времена было полно, редкая хозяйка принимала таких детей как родных. По сути, главная полезность детей-сирот в основном состояла в роли разнорабочих в семье. Можно предположить, что лишенные доброго слова дети с нестабильной психикой не раз решали покончить жизнь самоубийством. Именно об этом эта безобидная на первый взгляд сказка о тоске и безысходности. Так, по далеко не полным сведениям, в 1809 году в якутских землях покончили с собой 23 человека, что для 142-тысячного народа было огромной цифрой, во много раз превышающей показатели по европейским губерниям России.
Однако серьезного опыта борьбы с самоубийствами в России не существовало. До начала XVIII века проблема считалась сугубо церковной, и тех, кто добровольно ушел из жизни, запрещалось хоронить у церквей или на кладбищах по христианскому обряду. На тех же, кто не довел своего замысла до конца, накладывались разнообразные церковные наказания, от покаяния до заключения в монастыре. Лишь Петр I с 1716 года сделал борьбу с самоубийствами государственным делом и внес в воинский устав 164 артикул. Ежели кто себя убьет, то подлежит тело его палачу в безвестное место отволочь и закопать, волоча прежде по улицам и обозу. И все же царь-реформатор сделал исключение для одной категории самоубийц. Ежели кто учинит в беспамятстве, болезни, в меланхолии, то оно и тело в особливом, но не беспечном месте похоронить. По всей видимости, эти меры показались царю не слишком эффективными, и в морском уставе, изданном в 1720 году, Петр I ужесточил наказание за самовольную смерть. Кто захочет сам себя убить, и его в том застанут, того повесить на райне, а ежели кто сам себя убьет, тот и мертвый за ноги повешен быть имеет. И с тех пор законодательство по борьбе с самоубийствами не менялось и не пополнялось. Но с применением на практике артикула 164 возникли довольно серьезные затруднения. Установившийся порядок требовал, чтобы каждый случай самоубийства рассматривался в суде, чтобы определить, в каком состоянии совершен уход из жизни и не следует ли хоронить покойного в особливом, но не бесчестном месте. Если же смягчающих обстоятельств не нашлось, приговор суда поступал в областное правление Якутского округа, а затем его должен был утвердить губернатор Иркутской губернии, в которую входили якутские земли. Такой канцелярский подход не имел успеха, так как трупы часто не сохранялись до вынесения окончательного решения. Конечно, в некоторых случаях, благодаря морозу и близости суда к областному правлению, тело удавалось сохранить. А с 1810 года по указу Александра I началось широкое применение позорного захоронения без особых формальностей. В результате количество зафиксированных и расследованных самоубийств уменьшилось до 17, а в следующем году эпидемию добровольных уходов из жизни сочли закончившейся. Но люди все равно решили уйти из жизни. Почему? К примеру, Дмитрий Шипилов, работавший прокурором Якутии в 1920-х годах, писал: «Поражающая бедность, нищета, хронические голодания, невыносимые жилищные условия, при недоброкачественности пищи, рождавшей массу заболеваний. Такова та обстановка у подавляющей части якутского населения, и таковы же причины, которые создавали весьма плодородную почву для выращивания настроения полной психологической депрессии, переходящей в решение добровольного ухода из жизни». Об этом также свидетельствуют исследователи якутской культуры. Нищета и тяжелые условия жизни в нашем резко континентальном климате толкали людей на самоубийство. Что уж говорить о маленькой девочке-сироте, которая кроме работы ничего не видела в этой жизни. Не видела жалости, любви и понимания. Это была девочка без детства. Ведение быта в условиях Севера было делом физически и морально тяжелым и истощающим. Поэтому взрослые старались максимально распределить обязанности, а то и свалить все на своих разнорабочих, как свалили на девочку в этой сказке. Тяжелая работа впроголодь в течение длинной холодной зимы была невыносимой, и нередко депрессивные настроения становились постоянными спутниками людей. Так почему же рассказывать детям такие страшные сказки? Якутские сказки учат неотвратимости бытия. На примере этой истории то, что нельзя решить уйти из мира, а потом передумать. А также это служит напоминанием родителям, что у детей должно быть детство, а не только обязанности по дому. Далее расскажем об основной идее создания иллюстрации к сказке «Лунная девушка» от лица художницы Александры. Якутская сказка «Лунная девушка» для нее одна из самых любимых. Она короткая, простая, но в ней есть что-то трогательное. В ней нет богатырей, разящих копьями, нет колдунов и демонов. Нет также любовной линии и вообще каких-либо сражений. Есть только девушка и ее печальная судьба. В основу иллюстрации было вложено не просто желание изобразить обычную краснощекую девушку на Луне,
В этом случае было бы ощущение, что девушка там случайно оказалась. Поэтому в данной иллюстрации девушка не краснощекая, она бледная, как луна, и сама сидит скорчившись, создавая полукруг. Так как она теперь не земная девушка, полная жизни, нет, ведь она ушла на Луну и стала ее частью. И как небесное тело, она не одинока, ее окружает сама Луна и холодные звезды. Но она одинока, как человек. Вокруг ни одной живой души, полная тишина, темнота и холод. Именно то место, куда она убежала от земных тягот. В иллюстрации она улыбается, так как это то, чего она хотела. Она спасена, ее не мучают, она не в рабстве и свободна, как и сама Луна. Летает над землей, возвышаясь на небесах, глядя на суету и горести на земле. И потому ее лицо светлое, спокойное и улыбающееся. Но у нее закрытая поза. Девушка сама себя обнимает, так как ей одиноко и холодно без человеческой теплоты. Ведь пусть ей больше неведомы земные горести, ей также больше неведомо земное счастье. А под ней расстилается земля, черная, не менее холодная, и дом, хатон, где, может, она раньше жила, а может, в другой семье. Стоит себе одиноко, не менее одиноко, чем когда она была земной девушкой, словно бы напоминая, что и на земле у нее не было человеческого тепла. Но окна светятся, так как внутри все же теплее, хотя и холод ей теперь не страшен. Ей больше не нужен огонь. Возможно, у нее есть некая легкая тоска по земле, и потому она продолжает неустанно следить за земной жизнью. Ее длинная коса свешивается с луны, а под самым кончиком та самая лунка на озере, куда девушка смотрела перед тем, как взмолить луну о спасении. И эта длинная коса и объединяет ее с землей. И это знак того, что она не окончательно распрощалась с землей и хранит в себе ту юную, нежную душу человеческой земной девушки. Наша цель, как проекта, популяризировать якутскую культуру. У нас много планов, так что если вам интересна культура Саха, якутские сказки, легенды, быт и искусство, то подписывайтесь и следите за нашими обновлениями на нашем канале Тымны на YouTube и странице в Instagram. До новых встреч!